Житие святого Митрофана, епископа Воронежского. Первопрестольник Воронежский, святый Митрофан, во святом крещении Михаил родился в ноябре 1623 года в области нынешней Владимирской губернии. Не имеется сведений, кто именно был его родители, какое занимали положение, лишь предполагают, что они принадлежали к духовному званию. Зато сохранилось именно ценное свидетельство самого святителя о том, какова бы были родители его и как воспитали они своего сына. «Я родился в мир сей, — говорит святой Митрофан в своем духовном завещании, — от благочестивых родителей и воспитан ими в непорочном благочестии Восточной Церкви в православной вере. Половину своей жизни угодник Божий провел в миру, был женат, имел сына и проходил должность приходского священника. Местом пасторского служения Иерея Михаила было село Сидоровское. Более ничего не известно о мирской жизни святителя, но его строго христианское воспитание, последующая богоугодная жизнь и самоотверженная архипастырская деятельность без сомнения говорят о том, что для своего прихода священник Михаил был пастырем, полагающим душу свою за своих овец, а для своей семьи мудрым руководителем и любящим отцом. Нежная заботливость святителя о своем сыне Иоанне сквозит в письмах, сохранившихся от времени его епископского служения. На 40-м году жизни своей угодник Божий лишился супруги, и тогда же решил отречься от мира, чтобы беспрепятственно служить Богу. Он поселился в Золотниковской пустыне в честь Успения Божией Матери. Здесь в 1663 году священник Михаил был пострижен в иночество с именем Митрофана. К сожалению, ничего не известно о подвигах святого Митрофана в Тихой пустыне. Следуя учению Евангелия, он старался скрыть свои подвиги от людских взоров и дал обет окончить жизнь и быть погребенным в Золотниковской пустыне. Так ему было дорого мирная сень скромной обители. Но Господь судил святому Митрофану иной, высший жребий духовного водительства другими. Несмотря на старания подвижника укрыться от славы человеческой, богоугодная жизнь его сделалась известна для окрестного населения. Спустя 3 года по вступлении святаго в Золотниковскую обитель братья соседнего Яхромского Космина монастыря, не имевшая в то время настоятеля, обратилась вместе с крестьянами монастырских вотчин с просьбой к духовной власти поставить игуменом их обители известного своей строгой жизнью инока Митрофана. Просьба была исполнена. В июне 1665 года блюстителем патриаршей кафедры митрополитом Сарским и Боданским Павлом инок Митрофан благословен во игуменский чин. Во всю свою последующую жизнь угодник Божий сильно скорбел, что не мог выполнить обета об безысходном пребывании на месте своего пострижения, хотя он нарушил его не самовольно, а по иноческому послушанию. В Яхромском монастыре святой Митрофан
был настоятелем почти 10 лет. Насаждая среди братьев дух благочестия, святой игумен заботился о внешнем процветании обители. Вскоре после вступления в управление монастырем он приобрел для него богато украшенное Евангелие. Затем, видя тесноту монастырского храма, святый Митрофан с помощью благотворителей соорудил новый, более обширный во имя всемилостивого Спаса, нерукотворенного его образа, причем снабдил этот храм новою церковную утварью. И доселе целы эти памятники ревности святаго Митрофана о Доме Божьем. Евангелие хранится в Юхромском монастыре, и храм, построенный заботами святаго, стоит до ныне. На стенах храма надписи, свидетельствующие о трудах его строителя, святаго Митрофана. В 1675 году правлению святого Митрофана, как мужа благоговейного и добродетельного, патриарх Иаким поручил другую, более обширную и славную Унженскую обитель во имя Живоначальной Троицы. Унженская обитель пользовалась милостями царей дома Романовых. Она была знакома царю Михаилу Федоровичу еще до вступления его на российский престол. В 1612 году или в начале 1613 он с матерью своею, инокиней Марфой Иоанновной, приезжал в обитель и молился преподобному Макарию о возвращении отца своего, митрополита ростовского Филарета, томившегося в плену у поляков. В 1619 году Михаил Феодорович совершил в торжественно-царской обновке путешествие в монастырь преподобного Макария по своему обету, за некоторые угодника Божия чудеса и помощь, оказанную великому государю и родителям его во время их печали. Со времени царского посещения Унженская обитель по воле Михаила Феодоровича была учинена наравне с Соловецким монастырем, а игумены ее получили право ежегодного приезда в Москву к царю и патриарху с образом преподобного Макария. И со святой водой после дней празднования преподобному Макарию, приходившихся на 19 января и 25 июля. Таким путем унженские игумены получили личный доступ к царю и патриарху, что имело важное значение для обители, особенно в случае каких-либо дел. На меньшую любовь и веру к преподобному Макарию Унженскому имел и внук царя Михаила, Феодор Алексеевич, у которого было сильное желание видеть обитель и поклониться гробу преподобного. Высокое покровительство царствующего дома благоприятно отразилось во внешнем положении обители, которая из малозаметной и немногочисленной становится знаменитой, многолюдной и богатой, обладающей многочисленными вотчинами, обширными и разнообразным хозяйством. Назначение святаго Митрофана игуменом такой обители показывает, как патриарх Иаким почитал его за благочестие и мудрую распорядительность. И следует признать
это, тем более, что обстоятельства внутренней жизни обители требовали особенной внимательности при выборе настоятеля ей. Последние годы правления предшественника святаго Митрофана, игумена Никиты, были для Унжинской обители очень тяжелы. В 1671 году были обретены честные мощи основателя монастыря преподобного Макария. По распоряжению игумена они были положены в издавна устроенный поверх могилы преподобного гробницы с изображением почившего угодника Божия на верхней доске. Ежегодно начали совершать празднование в память открытия мощей. Но это радостное событие омрачилось печалью. Игумены-братья, содержимые простотою, не сообщили об открытии мощей ни патриарху, ни царю. Через 4 года по доносу одного монаха, недовольного игуменом Никитою, поднялось об этом дело. Начавшееся по распоряжению патриарха следствие окончилось тем, что открытые мощи были положены под спуд, а Никита лишен был игуменства и сослан под начал в послушники в Желтовицкий монастырь. В столь тяжелую годину патриарх Иоаким дал в руководители Унжинской обители никого иного, как святаго Митрофана, надеясь, что он сумеет укрепить веру и вселить мир в смятенных сердцах братьев и множество богомольцев, приходивших на поклонение чудотворцу Макарию. И действительно, обитель получила теперь себе надежного и опытного руководителя. Святый Митрофан управлял Унжинским монастырем почти 7 лет. Здесь, как и в Яхромской обители, его трудами был сооружен в честь Благовещения Пресвятой Богородицы теплый каменный храм с трапезою и колокольнею, в чем святый украсил ее утварью и иконами. Некоторые из местных икон сохранились от того времени до ныне. Церковь была освящена в 1680 году, через 3 года после закладки. За благословенную грамотою на освящение храма святый Митрофан ездил лично в Москву зимою этого года. В храм преподобного Макария, основателя обители, находится образ Спасителя с надписью 1680 года по обещанию монаха Митрофана. Эти памятники благочестивого храма издательства свидетельствуют о горячей любви святаго Митрофана к благолепию Дома Божия. К сожалению, нет сведений, которые изображали бы нам деятельность святого игумена, направленную к созиданию храма Божия в душах веренных ему словесного стада. Но что она была благотворна, об этом красноречиво говорит то доверие, какое питал патриарх Иоаким к Унжинскому игумену. Видя, вероятно, как он мудро правит своей обителью, патриарх поручил ему исполнение важных дел, лежащих на обязанности других лиц. В 1677 году по повелению патриарха Иоакима Унжинский игумен дозирал святые церкви в ветлужских селах. В том же году по приказанию патриарха он совместно
с поповскими старостами отбирал в городах Галич и Юрьевец по Вольском с уездами монастырских, соборных, приходских и ружных церквах старопечатные служебники, а и вместо них раздавал безденежно служебники новой печати. Вскоре святый Митрофан получил новое, уже постоянное служебное назначение. Он был поставлен десятильником. Унжинская обитель принадлежала к обширной Галицкой десятине, патриаршей епархии. Десятилетний двор, где сосредотачивалось управление этой десятиной, был в городе Галиче, отдаленном от обители. Обширность десятины и многочисленность входивших в нее церквей создавали большое неудобство в надзоре за духовенством. Потому в 1680 году, незадолго до оставления святым Митрофаном настоятельства в Унжинской обители, из Галической десятины были выделены и вновь образованы две особые десятины – Усольская и Унжинская. Заведование Унжинскою десятиною, в состав которой вошло 94 церкви, было поручено игуменом Макарьева монастыря. В город Унж был устроен десятинничий двор в городе Унж, или приказ духовных дел, где предстательствовали унжинские игумены. Святый Митрофан таким образом был первым десятильником Унжинской десятины. Богоугодная жизнь святого Митрофана привлекала к нему почитателей, которые выражали свое уважение к унжинскому игумену пожертвованием в его монастырь. Среди них по любви к святому и щедрым пожертвованием в обитель выдавался приближенный к царю боярин Богдан Матфеевич Хитров. С тех пор сохранились вклады этого боярина, и жены его, и жены его Марины. Икона преподобного Макария Унжинского, пожертвованная по обещанию в 1679 году на престольное Евангелие, подаренное царем Феодором Алексеевичем, боярину, и им после сооружения богатого оклада, отданное в Унжинскую обитель, и синодик для вечного поминовения родителей Хитрова. И игумен Митрофан любил боярина за любовь к его обители. Во время настоятельства святого Митрофана икону преподобного Макария, находившуюся на его гробнице, приносили по распоряжению благочестивого царя из Унжинского монастыря в Москву, во дворец. Царь со всем своим пресветлым домом воздал честной иконе, яко самому великому угоднику Божию Макарию, поклонение, совершив пред нею молебные пения. Потом он приказал сделать на икону новые украшения из золота и серебра, которые были выданы из царских сокровищ. Отпуская обратно честную икону, царь провожал ее со своим синклитом, с пением и со священным чином до уреченного места. Нет сомнения, что икону сопровождал в Москву сам настоятель обители святый Митрофан.
личные сведения набожного царя со святым старцем и беседы с ним западали в его душу. И царь относился к подвижнику с глубоким уважением. Об этом свидетельствуют многочисленные царские грамоты, дарованные Унженскому монастырю в то время, когда настоятелем его был святой Митрофан. В этих грамотах или вновь жаловались, или подтверждались прежние льготы обители. Благоговейная любовь к преподобному Макарию и уважение к святому Митрофану побудили царя Феодора избрать унженского игумена во епископа новоучрежденной Воронежской епархии. На Московском соборе 1681-1682 годов в числе мер для борьбы с усилившимся расколом старообрядчества и в целях содействия большему распространению христианского просвещения среди православных положено было увеличить число епархий. И, между прочим, решено открыть новую кафедру Воронежскую. На эту кафедру, по желанию царя, и избран святый Митрофан. Еще ранее, когда за 1,5 года вызваны из Унженской обители в Москву на череду священнослужения. Современники объясняют это избрание высокою подвижническою жизнью святого Митрофана, мужа воистину праведно и свято, а также желанием благочестивого царя возвеличить Унженскую обитель возведением настоятеля, в котором он видел наместника преподобного Макария по игуменству и ученика его при жизни. 2 апреля 1682 года святый Митрофан был посвящен в епископа патриархом Иоакимом, 16 архипастырями. Святителю было тогда по 58 лет от рода. После своего посвящения святитель Митрофан прожил довольно продолжительное время в Москве, с апреля до половины августа. Новоучрежденная епархия нуждалась первоначально в ее заботах здесь, в столице, где находилась высшая духовная и светская власть. Так в Москве вскоре после хератонии святый Митрофан возбудил вопрос об отводе места в городе Воронеже под соборную церковь и под двор епископу с домовыми людьми. Кроме того, первопрестольнику Воронежскому нужно было запастись и советами опытных людей, а также приобрести предметы, необходимые для богослужения. Между прочим, из домовой архиерейской казны рязанского митрополита святому Митрофану были выданы книги, епископское облачение, посох, кресты. Из нея же полученные им были и деньги. 28 апреля скончался благочестивый царь Феодор Алексеевич. И святитель Митрофан, чередуясь с другими бывшими в Москве епископами, совершал установленное повиновение по усопшему государю. 25 июня святитель участвовал в венчании на царство юных государей Иоанна и Петра Алексеевичей. Причем в числе других священнослужителей поднес патриарху Иоакиму для вручения царям державу. Лето, проведенное святителем в Москве после хератонии,
было тяжелым временем волнений государственных и церковных. На его глазах происходили кровавое неистовство стрельцов 15, 16 и 17 мая, державших в постоянной тревоге и правительство, и народ в продолжении всего лета 1682 года. Воронежский епископ присутствовал 5 июля на соборе в Гранатовой палате, устроенном для прений с раскольниками, и был свидетелем диких проявлений необузданного фанатизма невежественных защитников старины. Их предводитель, суздальский поп Никита Пустосвят, не стесняясь присутствием на соборе правительницы Софии, вдовой царицы Натальи Кирилловны, и патриарха, даже нанес побои холмогорскому архиепископу Афанасию, когда тот обратился к нему со словом увещания. Без сомнения, эти печальные события глубоко запали в душу святаго Митрофана, и святитель до гроба ревностно заботился как об устроении церковной жизни, так и о благе государственном. Впоследствии он сам напоминал челобитных государям, что был отпущен из Москвы в Воронеж в смутное время, почему и архиерейский дом его оставлен в забвении, не имея вотчин и угодий. Тяжелый подвиг епископского служения для святителя Митрофана увеличивался нестроениями его новоучрежденной епархии. Воронежский край был лишь недавно заселен. Город Воронеж еще не насчитывал себе тогда и 100 лет. Первые поселенцы здесь были невольные, согнанные сюда правительством из разных сел и городов России для охраны края от нападения крымских татар. К ним впоследствии присоединились беглецы, покидавшие по тяжелым условиям жизни родные места и искавшие приволье в Придонской Украине. Были здесь и выходцы из Приднепровья, укрывавшиеся от польских притеснений. Это разнообразное население Придонского края было подчинено в церковном отношении рязанским митрополитам. Но в действительности оно лишено было епископского руководства и надзора. При обширности Рязанской епархии, имевшей более 1200 церквей, рязанские архипастыри едва ли посещали город Воронеж, не говоря уже об уезде, а потому они не могли иметь пастырского влияния на этот отдаленный край своей епархии. Все это печальным образом отражалось на состоянии веры и нравов населения. Свет евангельского учения не проник в жизнь народа. Многие христиане того края не только носили языческие имена, но и жили по-язычески, сильно пьянствовали, семейный быт расшатывался такими пороками, о которых и говорить непристойно. Богослужение посещалось редко, неуважение к храму и духовенству даже среди высшего слоя населения помещиков доходило до того, что были случаи, когда служба Божия прерывалась непристойной перебранкой, а храм Божий делался местом избиения священника. Такие происшествия показывают, как было слабо религиозно-нравственное влияние на посомых. Не только со стороны высшей церковной власти, но и со стороны приходского духовенства. А происходило это от того,
что само духовенство стояло невысоко по своей жизни. Первыми священниками новонаселенного края были сведенцы из других сел и городов, и можно думать, то были не лучшие из священников. Впоследствии с возрастанием церквей Воронежской епархии возрастало и число пастырей, причем становились священниками или потомки первых священников, или простецы из мирян, то есть малограмотные крестьяне, которые затруднялись подписать свое собственное имя, так что за них требовалось постороннее рукоприкладство. К тому же и таких пастырей, которые были в состоянии лишь совершить богослужение, не доставало. По пространству Воронежская епархия была обширна, но церквей в ней было мало, всего 182. Так что в иных местах верст за 50 на 80 не было храма. И все-таки духовенства не хватало на все храмы. Нередко по отсутствию пастырей церкви стояли без пения, и население привыкало к беспоповскому строю жизни, что создавало здесь чрезвычайно благоприятную почву для развития раскола. И действительно хорошо известно, что Придонский край был одним из излюбленных убежищ для раскольников. Раскольники построили пустыньки и отсюда с особенным удобством прививали православным, если не раскол, то не расположение к церкви и к ее пастырям. Малопросвещенные христиане, числящиеся православными, безбоязненно посещали эти пустынки, считая их устроителей принадлежавшими православной церкви, и таким путем удалялись от церкви. Не находило надлежащего удовлетворения своим духовным нуждам население Придонского края и в монастырях, которые возникли здесь главным образом в первой половине XVII века. Не столько монастыри действовали благотворным образом на жизнь окружающих мирян, сколько миряне вносили в их внутренний строй чуждый и пагубный дух мирской жизни. Монастыри эти были малочисленны и притом находились в постоянной опасности ограбления или от крымских татар, или от полуразбойничьих шаек, бродивших в крае под видом воинских людей, состоящих на государственной службе. Это возбуждало монастыри искать себе защитников среди местного населения, с которым они проходили в очень близкое соприкосновение. Благодаря военному положению страны среди жителей Придонского края было много инвалидов, выбывших из рядов охранителей Украины. Много было вдов и сирот, оставшихся без кормильцев, убитых в стычках с татарами. И вот, при отсутствии богоугодных заведений, богоделен и приютов, монастыри и наполнялись инвалидами, вдовами и сиротами. Некоторые из монастырей даже и основывались отчасти с этой целью. Причем местное население помогало устроению монастыря и оказывало им дальнейшую поддержку. Но эта близость к миру вредно отзывалась на жизни обителей. Попавшие в монастыри нередко без призвания насельники их втягивались в хозяйственные хлопоты, уделяя им более внимания, нежели делу собственного спасения. Монастыри стали походить больше на поместья. Из-за хозяйственных угодий многих монастырей Придонья бывали не только судебные тяжбы, но и вооруженные столкновения с населением.
Уклонение иноков с пути своих обетов тем более усиливалось, что жертвователи миряне вмешивались во внутреннюю жизнь монастырей, тогда как влияние духовной власти на них по причине отдаленности кафедрального города Рязани было крайне слабо. Здесь немало было чернецов, которые бежали сюда из монастырей Москвы и прочих епархий, чтобы жить на свободе, ведая, что здесь не обреталось архиерейство. Своевольные монахи, почти не знавшие в действительности епископского надзора, опираясь на поддержку мирян, иногда открыто противились распоряжениям духовной власти, так что епископ принужден был искать управы на ослушников у царя или патриарха. Вообще край требовал для своего церковного устройства больших трудов, забот и настойчивости, и святый Митрофан хорошо понимал это. В одной из своих челобитных он дает такой отзыв о своей епархии: «У нас место украинское, и всякого чину люди обыкли жить неподвластно по своей воле». В конце августа 1682 года святитель Митрофан прибыл в Воронеж и вскоре обратился к священникам своей вновь открытой епархии с архипастырским посланием, чтобы внедрить начало христианской жизни в своей пастве. Святитель нуждался в сотрудничестве со стороны своих ближайших помощников, пресвитеров. Но для этого нужно было еще в них самих прежде зажечь огонь святой ревности о спасении веренных им душ. И вот святитель в простых, но одушевленных словах послания выясняет пресвитерам высокое призвание пастыря, указывает 3 его главные обязанности и прекрасно подобранными изречениями из Священного Писания убеждает к неленостному их исполнению. Приводим от начала до конца послания святаго Митрофана. «Честные иереи Бога Вышнего, — писал святитель, — вожди словесного стада Христова, вы должны иметь светлые очи ума, просвещенные светом разумения, чтобы вести других по правому пути. По слову Господа, вы должны быть самым светом, вы есть свет мира. Вы, пастыри, должны проповедовать овцам словесным приготовленную манну Слова Божье, подобно тому, как ангелы приготовляли чувственную манну в пустыне. Вы, как ходатаи, должны в молитвах ваших подражать Моисею и Павлу, которые с такой ревностью молились Богу за людей своих. Моисей говорил Богу: «И ныне, аще оставивши им грех их, остави, аще жени изглади мя из книги Твоея, в ню же вписал еси». Павел говорит: «Молил бых ся, бо сам аз отлучен выйти от Христа по братии моей, сродницах моих по плоти, и же суть израильтяне, Израилите. Так и вам подобает ревновать о спасении людей Божиих. Добрые пастыри были таковы, что готовы были души свои положить за овцы. Так и вы устрояйте себя. Пасите, еже бе вас,
стадо Божие, посещающее не нуждею, но более и по Бозе, ниже неправедными прибытки, но усердно. Христос Спаситель, когда вручал святому апостолу Петру пасение овец своих, трижды говорил ему: «Паси». Это очевидно для того, что пастыри трояко пасут врученное им стадо: словом учения, молитвою и силою святых таинств, наконец, образом жизни. Это 3 вида пасения, и вы усердно выполняйте. Преподавайте людям слово учения, показывайте на себе пример доброй жизни, усердно возносите молитвы к Богу о врученной вам пастве. Старайтесь преподавать им святые таинства, то есть просвещайте неверующих святым крещением. Согрешавших после крещения старайтесь приводить к покаянию и исправлению жизни. Достойных сподобляйте пречистых тайн тела и крови Христовых. Заботьтесь о больных, особенно чтобы не отходили из этой жизни без святых тайн и не лишались последнего еле освящения. Вместе с божественным Павлом засвидетельствую уба, аз пред Богом и Господем Иисусом Христом, хотящим судить и живым, и мертвым в явлении Его и Царстве Его. Проповедуйте Слово, настойте благовременно и безвременно обличайте, запрещайте, умоляйте со всяким долготерпением и учением. И молю вы, братья, вразумляйте бесчинные, утешайте малодушные, заступайте немощные, долго терпите ко всем, непрестанно молитесь, о всем благодарите, сия бо есть воля Божья о Христе Иисусе в вас. Образ будете верным словом, житием, любовью, духом, верою, чистотою. Не едино ни в чем же длюще притыкание, до служения беспорочно будете. Но во всем представляйте себе, яко Божьи слуги. Если все это соблюдете, то воистину явшуюся пастырю начальнику приимете неувидаемый славы венец. О, если бы получить всем нам сию славу благодатью Господа нашего Иисуса Христа, которому подобает слава и держава со Отцем и Святым Духом во веки веков. Благословение Господне на вас, благодатью Его всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приведенное послание проникнуто одной мыслью о величии и святости пастырского служения. Ею же проникнуто и последнее, обращенное к священнослужителям Воронежской епархии, наставление святителя, содержащееся в его духовном завещании. Та же самая мысль одушевляла святителя и во время его 20-летней многотрудной архипастырской деятельности. Вступив на Воронежскую кафедру, святый Митрофан самоотверженно возложил на себя нелегкие и сложные обязанности епископа. Как опытный хозяин, радеющий об имуществе церковном, он стремился к тому, чтобы увеличить средства своей небогатой епархии
и заботливо упорядочивал ее внешний церковно-хозяйственный обиход. Но главные заботы святителя сосредотачивались на пастырском попечении, о спасении душ веренного ему Господом словесного стада. Святый Митрофан явился истинным Божиим. Он совершал свое служение с любовью, милосердием, вспахивал и святитель ниву сердец человеческих, чтобы посеять на них спасительные семена Слова Божия. Лишь в крайних случаях для искоренения пороков обращался он к суровым карательным мерам. Неприветливо встретил святого Митрофана его кафедральный город. Архиерейский двор оказался настолько ветхим, что старец-святитель вынужден был на первых порах ютиться со своими домовыми людьми на постоялом дворе, причем, по его собственному выражению, он терпел большую нужду. Должен был даже покупать себе хлеб. Средства новой епархии, веренные управлению святого Митрофана, были очень невелики, не считая Воронежа. К ней отошло главным образом из соседней Рязанской митрополии 6 незначительных городков: Клец, Коротаяк, Землинский, Урень, Орлов, Костынский. А между тем на сбор с местных церквей и монастырей нужно было содержать архиерейскую кафедру с домовыми людьми. За грозными событиями лета 1682 года духовные и светские власти в Москве забыли позаботиться о нуждах новоучрежденной маленькой Воронежской епархии. И святитель впоследствии указывал в челобитных, что он отпущен из Москвы на Воронеж в смутное время и ничем не пожалован. Почему на Воронеж дому Пресвятые Богородицы вотчин и никаких угодий нет, и он, Митрофан, епископ, несет неизыскан. Таким образом, перед святителем прежде всего возник вопрос о хозяйственных нуждах епархии. Сам святитель вел настолько простой образ жизни, что ему с избытком хватило бы самых незначительных средств. Но бедность епархии была тяжела ему, потому что обрекала на нужду и всех обитателей его архиерейского дома, что не позволяло ему раздавать щедрую милостыню нищим, что, наконец, препятствовало ввести в епархии благолепное церковное богослужение, к чему особенно лежало сердце святого Митрофана. Сам по себе тяжелый вопрос об его епархиальных средствах для святителя осложнился еще новым неприятным делом. Он вынужден был отстаивать границы своей епархии от притязаний рязанских митрополитов, недовольных выделением из своей митрополии некоторых городов, отошедших к новоучрежденной Воронежской кафедре. Этот спор о границе смежных епархий вызывался отчасти тем, что собором 1674 года было постановлено каждой епархии руководиться при разграничении входящих в ее состав городов и уездов старыми пестовыми книгами, составленными вскоре после смутного времени. Но потом, когда на Украине, благодаря усиленному приливу переселенцев, с течением времени возник целый ряд новых городков, получилось несоответствие нового деления на уезды
со старым попестовым книгам, которыми все-таки продолжали еще руководиться в делах землевладения и податном. Поводом для начала распри могли послужить случаи добровольного отделения, отрезания некоторых сел, близких к Воронежу, или к уездам Воронежской епархии, или наоборот, попытки некоторых приходов Воронежской епархии отписаться к Рязани. Причем святый Митрофан принимал меры по возвращению отложившихся приходов. Продолжительный спор святого Митрофана с рязанскими митрополитами о границах соседних епархий был решен в конце концов в его пользу царем Петром Алексеевичем весною 1699 года. К Воронежской епархии теперь были присоединены Усмань, Демшинеск, Белоколодец и село Мокрый Боярак от Рязанской епархии, а от Белгородской – Острогожеск или Рыбный. Ранее того, в 1697 году патриарх Адриан значительно расширил пределы Воронежской епархии, присоединив к ней новопоселенцев Воронежского уезда по рекам Битюгу и Корцу и Осереду. Пресвятители значительно возросли вотчины и угодья Воронежского архиерейского дома. Одни из них были приписаны к нему духовною или светскою властью по челобитным святаго Митрофана, в которых он указывал на бедность своего архиерейского дома. Другие были пожалованы государем Петром Великим, отличавшим святителя среди прочих иерархов. Одною из первых забот святого Митрофана было построение нового кафедрального собора, ибо существовавшая тогда соборная церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы была очень ветха. Еще в Москве до переезда в Воронеж святитель просил об отводе удобного места для постройки собора. Ответом на эту просьбу была царская грамота 19 июня 1682 года Воронежскому воеводе, на основании которой он отвел под собор и архиерейский двор почти третью часть тогдашнего города, около 255 сажен. Но недостаток средств вынудил святого Митрофана отложить свое намерение и пока ограничиться поправкой прежней соборной церкви. 24 марта 1683 года святитель просил государя челобитной грамотой дать ему на 3 года и с уплатой за работу из архиерейской казны 2 плотников из числа тех, которые правительством брались из городов и монастырей Воронежской епархии для постройки стругов. Однако соборный храм оказался настолько ветхим, что поддержка его становилась бесполезной. Кровля и помост обвалились так, что совершать в нем богослужение было почти невозможно. Указывая в челобитной патриарху Иоакиму на такую ветхость соборного храма, святитель просил его разрешить построение нового собора, и именно каменного, потому что кирпич и камень были под рукой, а лес в дальнем расстоянии, в верстах 30 и больше. Вскоре святым Митрофаном была получена от патриарха благословенная грамота от 19 апреля 1684 года на постройку каменного соборного храма, так как и прежнего в
в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. На построение соборной церкви государи пожаловали святителю мельницу при речке Ельце, и ко времени окончания собора они же вместе с царевной Софьей Алексеевной сделали 16 декабря 1688 года новое пожертвование – колокол весом в 160 пудов. К 1692 году собор был уже освящен. Благовещенский собор, воздвигнутый заботами святителя, представлял собою храм, значительно превосходивший своими размерами все церкви Воронежа. Архитектура его была очень проста. На высоких прямых стенах с окнами в 2 ряда покоилась низкая деревянная крыша с 5 большими главами, над которыми значительно высились венчавшие их кресты. С правой стороны главной части храма, отделяясь от нее, по обычаю того времени, глухою каменной стеною, примыкали предел в честь архангела Михаила, имя которого святитель носил в миру. О благочестивой ревности святителя и заботах его о благолепии храма Божия не менее красноречиво свидетельствовал и внутренний вид собора. Пред алтарем высился 6-ярусный иконостас прекрасной столярной работы. Главные иконы иконостаса блистали серебряными чеканными позолоченными окладами. Царские врата с царским венцом над ними были обложены драгоценным серебряным вызолоченным чеканной работы окладом, который стоил более 9000 рублей на наши деньги тогдашние. Бархатная с золотом одежда покрывала святой престол. Смиренный и полный простоты в домашнем обиходе, святый Митрофан любил в храме Божьем благолепие как в священных одеждах, так и в церковной утвари. Поэтому Воронежский собор при святителе, особенно в последние годы, когда Воронежская епархия стала обширнее и богаче, был богат ценными облачениями. Большая часть их была из атласа, шелка и бархата, а также из материи, вышедших ныне из употребления, но равных по достоинству помянутым. Многие облачения были шиты золотом и серебром. Церковная утварь, за незначительными исключениями, была серебряная, вызолоченная. Все это, как говорит святитель в духовном завещании, было собрано с великим трудом. Например, за покупкой материи для облачения святому Митрофану приходилось посылать не только в Москву, но даже в Астрахань, где продавались дорогие восточные шелковые ткани, вывозимые из Персии. Святитель любил построенный им соборный храм как свое детище и перед смертью своею завещал хранить недвижимо все устроенное в нем. Но беспощадное время и люди, невнимательные к последней воле святителя, не соблюли его завета. Сохранилось от его времени в Воронежском Благовещенском соборе очень немногое и очень малоценное из собранных им сокровищ. Например, медный посох, крашенинная мантия. Вероятно, значительную часть средств на постройку соборного храма и на его драгоценную утварь святитель Митрофан собрал на стороне, может быть, в Москве у знатных людей, знакомых с ним раньше. Местные средства новооткрытой епархии, особенно в первые годы до ее увеличения, были очень скромны. По крайней мере, святитель жаловался государю на отсутствие подаяния соборной церкви, вследствие чего была великая скудость в свечах,
ладане и церковном вине, тогда как в других епархиях все это выдавалось из казны. Царскою грамотою 10 июля 1696 года велено было в соборную церковь выдавать в вечные времена ежегодно без умаления по 5 пудов воску на свечи и по 5 рублей на вино и ладан из воронежских таможенных доходов. К собору святителям был приписан довольно большой притч. Из-за богослужения обычно пел стройный архиерейский хор, состоявший из 13 или 20 человек. Заистовое благолепное богослужение святителя Благовещенский собор сделался любимым храмом постоянных и временных жителей Воронежа. Среди вкладчиков собора, внесших имена своих почивших родных, в синодик находятся москвичи, ярославцы, зарайцы. Встречаются имена и знатных людей времени святого Митрофана, например, Льва Кирилловича Нарышкина, дяди царя Петра по матери, Феодора Аврамовича Лопухина, тестя царя, Тихона Николаевича Страшнева, ближнего боярина, государя. Незадолго просуществовал Благовещенский собор. Спустя 14 лет по смерти своего создателя, около 1717 года, он обрушился от близости рвов, а главное от нетвердости фундамента. Это печальное событие по действию промысла Божия послужило, как увидим далее, к явлению славы Божьей. Любя храм Божий и убежденный в глубоком значении его для усвоения истин, веры и добрых нравов народом, святый Митрофан сумел вдохнуть эту любовь в своей пастве. Во время его управления Воронежской епархии происходила оживленная церковно-строительная деятельность, и число храмов по сравнению с прежним увеличилось более чем на четверть. Для новоучрежденной Воронежской епархии деятельность святого Митрофана была истинным благословением Божьим. Под мудрым управлением святителя все стороны не только церковной, но и государственной жизни края испытали благодетельную перемену. Монахи, белое духовенство и миряне все одинаково были дороги святителю, о всех он одинаково заботился, ибо сознавал, что все без различия вручены Господом его архипасторскому водительству. Монастыри Воронежской епархии нашли себе надежного руководителя в лице святого Митрофана. Он вступил на Воронежскую кафедру после 19-летнего пребывания в различных монастырях. 14 лет из этих 19 он был игуменом в 2 обителях. Особенно большой опыт как в управлении братьею, так и хозяйственными делами монастырей святый Митрофан приобрел за время своего игуменства в Унжненской обители, сравнительно многолюдной и богатой вотчинами. Мероприятия святого Митрофана, касавшиеся обители Воронежской епархии, направлены были прежде всего к искоренению укротившихся в них нестроений, которые происходили от своеволия иноков и мирян, делавших вклады и отражали общую беспорядочность украинской жизни. Святитель приписывал к архиерейскому дому, то есть подчинял монастыри непосредственному своему надзору, когда вмешательство вкладчиков мирян, внутренний строй их, в корень подрывало самые основы иноческой жизни.
По этой именно причине к Воронежскому архиерейскому дому был приписан Борщевский монастырь во имя Живоначальной Троицы, построенный донскими казаками, постригавшимися здесь в старости и болезни. Обитель была богата, немало льгот и угодий получила она от войска Донского, привыкшего смотреть на нее, как на свое достояние. Отсюда происходило вмешательство казаков в монастырские дела и беспорядки в обители. Своеволие иноков Борщевского монастыря, поддерживаемых донскими казаками, дошло до того, что святый Митрофан, челобитный великим государем, принужден был писать: Борщова монастыря и монастырских крестьян во всяких духовных и челобитных делах от донских казаков мне, богомольцу вашему, ведать невозможно. Царскою грамотою 9 февраля 1686 года монастырь этот с крестьянами, вотчинною землею и угодьями велено было приписать к Воронежскому архиерейскому дому, чем прекращалось самостоятельное существование обители. Предписано было выслать на Дон казаков из монастыря, чтобы они перестали хозяйничать в нем. Казаков же, приезжавших на богомолье, разрешалось держать в обители не более 3 дней. Приписаны были к архиерейскому дому при святом Митрофане и некоторые другие монастыри, а один закрыт. Но при этом святой Митрофан много заботился о поддержке тех монастырей, которые считал необходимым для удовлетворения духовных нужд своей паствы. С этой целью святитель основывает даже новые монастыри. По его распоряжению в 1682 году рождественский скит на Каменной горе, принадлежавший Елецкому мужскому монастырю во имя Живоначальной Троицы, был обращен в женский общежительный монастырь для поселения черных старец, скитавшихся в миру по городу Ельцу с великою нуждою. Новых монастырей, возникших в Воронежской епархии, во дни святителя Митрофана 2: Коростаякский в честь Вознесения Господня и Бичуцкий во имя Живоначальной Троицы. В обителях Воронежской епархии было тогда немало нестроений и беспорядков. Монастырское хозяйство было неупорядочено и сильно расшатано непомерными государственными повинностями, а главное, жизнь монашествующих была далека от высоты иноческих обетов. Но все это святитель и обратил свое внимание. Он требовал, чтобы в обителях велась строгая отчетность о приходе и расходе монастырских денег. Такую правильную отчетность он ввел в Дивногорском монастыре. В Покровском девичьем монастыре казначеи, назначаемые по общему выбору сестер. В Успенском монастыре он установил правильное распределение денежных доходов между братьями. Затем святитель ходатайствовал пред царем об уменьшении государственных повинностей для некоторых обителей, и ходатайства его имели успех. На время святаго Митрофана падает большая часть жалованных грамот царя Петра Алексеевича монастырям Воронежской епархии. Чтобы оценить по достоинству значение этих ходатайств святителя, должно помнить, что царь ввиду страшного напряжения всех производительных сил страны на государственные нужды был мало склонен на пожалование такого рода. Заботясь о процветании благочестия и добрых нравов среди насельников обители Воронежского края, святый Митрофан прежде всего стремился обуздать своеволие монашествующих, до сего времени почти не знавших епископского надзора. С этой стороны поучительно дело
Толшевского монастыря. Толшевские преображенские обители возникло возмущение против святителя после того, как он запретил торговать близ монастыря вином, потому что эта торговля сопровождалась бесчинием в самом монастыре. Недовольная распоряжением святителя часть братьев, действуя под влиянием усманского кабацкого откупщика Фомы Годовикова и его отца, недавно постригшегося в Толшевском монастыре, старца Пимена, постановила отписаться в Рязанскую епархию и к Воронежской епархии не быть. Отдаленность Толшевского монастыря от Рязани, затруднявшая наблюдение над ним со стороны рязанских владык, было очень удобно для монахов, желавших жить по-монашески. Это открытое противление святительской власти сопровождалось таким бесчинием, что Толшевский монастырь в конце концов пришел в полное запустение. Братья принуждены были уйти из него. Святый Митрофан, ввиду притязаний на Толшевскую обитель рязанского митрополита Павла, не решился собственной властью положить конец смуте и обратился к патриарху Иоакиму. В ответ он этой грамотой патриарха 22 ноября 1684 года Толшевский монастырь был причислен к Воронежской епархии. При важных проступках монашествующих святитель не оказывал им снисхождения, наказывал по всей справедливости или отдавал их на строгий суд светской власти или подвергал наказаниям, порожденным тем суровым временем. Но при этом святый Митрофан считал необходимым и воздействие на совесть и на чувство провинившегося. В одном указе того времени игумен Покровского девичьего монастыря читаем: «Тех колодниц, которые посланы в монастырь под начал, то есть на смирение, и которые сидят в цепях, также которые колодницы и впредь в тот монастырь посланы будут в смирение. Велит их к Церкви Божией, ко всякой божественной службе приводить непрестанно». Стремясь к искоренению нестроений и беспорядков в обителях епархии, святый Митрофан заботился и о том, чтобы направить жизнь иноков на путь, указанный монашескими обетами. Он действовал на иноков поучениями, в которых предлагал им уроки истинного подвижничества, указывал на то, чтобы церковная служба исполнялась в соответствии с требованиями устава, чтобы пение за богослужением было единогласное и не мятежное, чтобы иноки без лености ежедневно посещали храм Божий, выполняли келейные правила, соблюдали посты и каждый пост говели, жили в мире между собою и не оставляли без необходимости своего монастыря. При поступлении в новый монастырь, дозволяемому лишь по нужде, монах должен был представить настоятелю писание того монастыря начального, из которого он пришел. От настоятелей монастырей святитель требовал, чтобы они учили братью Господним заповедям, преданию святых апостолов и отец, и подтверждали свое учение примером собственной жизни доброй и богоугодной. Таковы были наставления иночествующих святого Митрофана, который своей жизнью давал им пример истинного подвижничества. Влияние этих наставлений на иноков усиливалось чуткой отзывчивостью святителя к их нуждам.
Записи прерасходных книг Воронежского архиерейского дома при святом Митрофане содержат указания на то, что при своих объездах по епархии он брал деньги для раздачи монахам и монахиням по просьбе нуждающихся иноков, давал средства то на покупку книги, то на погорелое место, то на пропитание, то вообще на монастырское строение. К белому духовенству своей епархии святитель Митрофан относился также строго и справедливо, и в то же время участливо и отзывчиво. Пламеневший духом пасторской ревности, он стремился зажечь я огонь и в сердцах подчиненных пастырей, рассуждая, что простец, согрешивший за свою единую душу, ответ даст Богу, а иерей за многих паствы своей. Молением и наказанием боролся святитель с недугами, которыми болела воронежские пастыри. Среди них было много людей недостойных, подававших пастве дурной пример пьянством и бесчинной жизнью, обвинявшихся даже в воровских и разбойных делах, самовольно отлучившихся из приходов, в которых долгое время не совершалось богослужение и не исправлялось треб. Виноватых в такого рода проступках святый Митрофан или смирял монастырским наказанием и снимал с них скуфью, то есть запрещал священнослужение, или даже лишал священства, отбирая ставленные грамоты, чтобы не было поругаема благодать Божья. Для предупреждения таких печальных явлений в жизни духовенства святитель со строгим выбором относился к ставленникам на освободившиеся священнические места, причем и из других епархий принимал только тех священников, которые имели отпускные грамоты от своих епископов. Наряду с мерами прещения святитель обращался к пастырям и со словами назидания, внушал им поучать непрестанно прихожан от Божественного Писания, наблюдать за благочестивым хранением им святых дней Четыредесятницы, за исполнением христианского долга, исповеди и приобщения святых тайн. Строго относившийся к порокам священно- и церковнослужителей, святитель был отзывчив к их нуждам. Забитое и бесправное духовенство Воронежской епархии находило в своем епископе усердного и могущественного защитника. В нередких случаях обид со стороны мирян он доносил о виновных в озорничестве к священному чину, светской власти, или же сам отлучал ругателей от входа в церковь и от святыни до тех пор, пока виновный придет в покаяние, попросит прощения и помирится со священником. Насколько сильно любил святитель тех из духовных лиц своей епархии, которые безупречно исполняли обязанности своего служения, видно из его духовного завещания. Здесь, в словах полных любви и смирения, он просит своего преемника на кафедре не оскорбить и не утеснить его ближайших помощников по управлению епархией, которые подъяли труды великие. Как заботился святитель Митрофан о спасении мирян, об этом, к сожалению, не сохранилось достаточных известий. Нет сомнения, что святитель был вынужден вести тяжелую и упорную борьбу с нравственными нестроениями, которые изобиловали среди его своевольной паствы,
Но имеются сведения, правда, отрывочные, лишь об усиленном стремлении святителя Митрофана укрепить семейную жизнь своих посомых, в которой особенно заметно и особенно пагубно было уклонение от нравственного закона. Он поставил под строгое наблюдение церкви основу семьи, брак, чтобы предотвратить широко распространенное в его сбродной пастве сожительство без церковного благословения или брака донских казаков с воронежскими жительницами, без благословения родителей, чтобы укрепить в посомых мысль о святости брачного союза. Святой Митрофан с особенно осмотрительностью давал разрешение на развод. Между тем, с просьбами о расторжении брака к святителю нередко обращались его посомые, усвоившие на развод столько же легкомысленный взгляд, как и на самый брак. Для лиц распущенных, осквернявших семейный очаг, святитель употреблял суровые меры наказания. В духе того времени развратный помещик, вытребованный святителем в духовный приказ по его распоряжению, был посажен за пристава, а потом, закованный в цепи, отправлен в хлебопекарню Успенского монастыря. Но эти строгие наказания налагались святителям только в исключительных случаях, когда не было смягчающих вину обстоятельств, с которыми святый епископ всегда сообразовывался. Так известен случай, когда он отменил на этом именно основании наказания, наложенные его судным приказом. Заботясь о чистоте нравов своих посомых, святый Митрофан вооружался против народных увеселений, носивших в то время безнравственный характер. Один указ его времени запрещает качание на качелях, бесовские игры, пляски и плескание руками, ибо это богомерзкие дела противны нашему Спасителю и угодны супостату дьяволу. Без сомнения, много забот доставили святому Митрофану раскольники, старообрядцы, поселившиеся в его епархии и соблазнявшие к отступлению от православной церкви и его посомых. Надо помнить, что в то время, после раскольничьего бунта 1682 года, старообрядцы признавались не только заблуждающимися в вере, но и государственными преступниками. Отсюда понятно, почему святитель так строго судил о них. Раскольники, по его выражению, враги и развратители церквей Божьих, и хульники истинным православные веры. Враги Божии, други дьявола. Они появляются в Воронежском крае после Московского собора 1667 года, отлучившего их от церкви. Затем, благодаря преследованиям правительства, число их быстро увеличивается. Они бежали в Придонский край, здесь скрывались в лесах, в пустующих строениях, в погребах и подпольях и тайно отправляли богослужение. Святый Митрофан поступал с ними по суровым законам того времени, отсылал противников церкви к Градскому суду. Но этим он не ограничивался. Он отбирал старопечатные книги и раздавал новые, предписывал священникам следить, чтобы их посомые по-христиански проводили святые посты и говели, а также поучать их непрестанно в храмах Божиих чтением учительных книг. Сам же он усердно произносил проповеди в храме.
По разным селам Воронежской епархии при святом Митрофане возникли школы, учителями в которых являлись переселенцы из Малороссии, люди часто грамотные и книжные. Школы эти помогали церкви в борьбе с противниками, защитниками раскольников. Были в то время донские казаки, и святитель Воронежский по предписанию правительства в 1688 году посылал в главный город войска Донского Черкесск 2 священников для научения раскольников. Неизвестно, к сожалению, каким успехом сопровождались меры, предпринимавшиеся святителем. Вероятно, лучшая защита православной церкви была в высокой личности самого воронежского епископа. Он был милосердный святитель. Борясь с недугами, пятнавшими чистоту веры и жизни Воронежской церкви, святый Митрофан вместе с тем боролся и с недугами общественными, бедностью и нищетою, которые очень часто и бывают причиною порочной жизни. Ход государственных событий содействовал особенно сильному росту неимущих и обездоленных Воронежской епархии во дни святителя Митрофана. Поэтому истинное значение его благотворительной деятельности вполне может быть понято и оценено лишь в связи с государственным положением Придонского края в то время в царствовании Петра Великого. Здесь нам предстоит слово о взаимных отношениях между святым Митрофаном и царем Петром Великим, что представляет наиболее светлые страницы повествований о богоугодной жизни Спасителя. Святый Митрофан находился в Москве в тяжелый 1682 год, когда 10-летний Петр вступил на престол. В первые же дни царствования юного государя в Москве произошли бунты Стрелецкий и Раскольничий, и от рук стрельцов погибло насильственной смертью несколько близких родственников царя Петра. Тяжелый след пережитых ужасов за всю жизнь остался в душе государя в виде болезненной раздражительности и крайней суровости по отношению к тем, кого он считал за врагов своей царской власти, в ком видел нарушителя своей воли. В душе же святителя тоже, перенесшего много скорбей от происходивших в Москве смут, навсегда осталась любовь к гениальному царю, который уже в детском возрасте поражал своим умом и красотою. До 1696 года отношения святителя-подвижника к молодому царю ничем не отличались от обычных отношений епархиального архиерея к государю. Но с этого времени обстоятельства меняются, и сама жизнь сближает святителя с царем. Желая открыть России доступ к Азовскому и Черному морям, Петр Великий начал войну с турками. Первый поход 1695 года на пограничный с Россией турецкий город Азов был неудачен для русских, так как не было флота, который подкреплял бы действия русских войск с суши и препятствовал бы туркам сноситься морем с осажденной крепостью. Тогда Петр решил построить флот, а местом постройки избрал город Воронеж и его обильными лесами окрестности. Таким образом, Воронеж с ближайшими к нему по реке Воронежу городками превратился в обширную корабельную верфь, которую царь часто посещал, причем подолгу жил в Воронеже. Жизнь кафедрального города святителя Митрофана теперь совершенно изменилась.
Не только жители Воронежского края были привлечены к корабельным работам. Для этой цели были собраны сюда со всей России тысячи рабочего люда, до 26 тысяч. Народ обременен был тогда многими повинностями, но эта повинность была особенно тяжела и по трудности, и по новизне корабельного дела. К тому же начальники работ, по большей части люди нечестивые, отличавшиеся подпупностью, заботились больше о своей наживе, и пришлый рабочий люд, лишенный необходимого приюта, вынужден был кое-как ютиться на берегу реки Воронежа. От этого развиваются среди рабочих заразные болезни. Больные лежали мостом, а так как настоящего ухода за ними не было, то в большинстве случаев они умирали. До крайности тяжелое положение вызывало побеги рабочих. Целыми сотнями их ловили, и арестованные за побег и другие проступки переполняли тюрьмы. Неумение русских строить корабли создавало нужду в иностранных мастерах, которые сотнями вызывались в Воронеж из-за границы. Они образовали на берегу реки близ верфи целую немецкую слободу, в которой были построены 2 кирки. Многие, если не все иностранцы, прибывшие в Россию, были люди, не сумевшие пристроиться у себя дома и покинувшие родину ради наживы. На вызов русского царя из-за границы явилось много насилием и разным преступлением. Будучи начальниками русских рабочих и сознавая свое превосходство в знаниях мастера, иностранцы усвоили и вообще презрительное отношение к русским. Осмеивали чуждые им обычаи и нравы, хотя бы в них и ничего не было предосудительного. Как протестанты они позволяли себе открыто издеваться над русской верой, над почитанием святых, над соблюдением постов, иконопочитанием. Среди окружающих их русских находились люди, которые, перенимая знания, перенимали с ними и многое дурное, уклоняясь от добрых заветов отцев и даже от православной церкви. Но в большей части населения создавалось недовольство, особенно усилившееся, когда стали замечать близость царя с иноземцами. Созданный веками и внедрившийся в умы образ царя, как величавого и благочестивого хранителя преданий старины, неукоснительно соблюдавшего церковный устав, не мог примириться с образом царя-плотника, друга иноземцев, нередко пировавшего с ними, не соблюдавшего постов. Труды царя, направленные ко благу русского народа, последнему по его темноте казались странными, непонятными. Он чувствовал только тяготы преобразования великого царя, не умея взглянуть на добрые плоды их в будущем. Поэтому среди народа бродило глухое недовольство и носились темные слухи о самом царе. В это трудное время святитель Митрофан для царя-работника явился помощником, который всеми зависящими от него средствами поддерживал дело, предпринятое царем. Петр хорошо понимал и высоко ценил ту могучую поддержку, какую он имел в усердно желательном родении святителя государю и всему христианскому народу. В первый же приезд царь начал оказывать воронежскому святителю знаки своего расположения. Храмовой праздник 25 марта 1696 года государь присутствовал
на кафедральном соборе за литургией, которую совершал святый Митрофан. Причем на правом клиросе пели государевы певчие. 12 апреля в соборной же церкви государь слушал пасхальную утреннюю, за которой пели также его певчие. По приказанию царя, когда начали пасхальный канон, производилась пушечная пальба с судов флота. В это время, вероятно, государь пожаловал святителю 2 архиерейских облачения. Одно белое, камчатое, с золотыми травами, а другое золотное, с серебряными и шелковыми разноцветными травами. Внимание государя настолько радовало святого Митрофана, что он сообщил патриарху в одной челобитной о благоприятстве и милостивом жаловании к нему царя. Святый Митрофан любил и уважал государя, своей жизнью осуществившего заповедь святителя в его завещании: «Употреби труд». Оказывать ему помощь он считал своим долгом. Тяготы, связанные с постройкой флота, раздражали народ, выражавший свое недовольство в поджогах и побегах. Святитель в церковных поучениях выяснял всю государственную необходимость и пользу предпринятого царем дела и вносил умиротворение во многие сердца. Когда великий государь, говорит один из первых историков Петра Великого, устрояя в Воронеже верфь корабельную, сооружал флот к поражению турок и к отнятию у них Азова, необходимо нужный тогда сей архиерей от избытка, так сказать, усердия своего государю и отечеству в простых, но сильно над сердцами народа действующих поучениях возносил хвалами намерения государевы и увещевал трудящихся в работах и весь народ к ревностному содействию отеческим попечениям монаха. Но еще сильнее влиял святитель на бесприютную бедноту, поневоле собранную в Воронеж. Своим поистине отеческим попечением о ней, приникнутым милосердной любовью, бедные, несчастные были близки и дороги его сердцу, как те самые малые, благодеяния которым Господь наш Иисус Христос вменяет как благодеяние себе. Справедливо говорит один жизнеописатель святого Митрофана: у святителя было всегдашним правилом жизни ничего не оставлять себе, и все приобретения отдавать Богу, давшему все, и ближним, у которых нет ничего. Все путешествия святителя по епархии были истинным праздником для нуждающихся. Намереваясь ехать по епархии, святитель берет в келью архиерейскую казенных денег 100 рублев, на наши деньги около 1000 рублей, для раздачи в милостыню погорелым и по тюрьмам, и по богадельням, и по приказам, и нищим, и убогим, и ссылочным, и всякому чину людям, и в раздачу же в шествие архиерейское мужских и женских монастырей, монахов и монахиням, где архиерей епархии своей в городах бывает. Еще более благодеяний и милости святого Митрофана получали постоянные или пришлые обитатели Воронежа. Дом его архиерейский, говорит жизнеописатель святителя, был домом прибежища всем скорбящим, странникам, гостиница,
болящим врачебница, убогим место упокоения. Святитель щедрою рукою выдавал странникам и неимущим из своей архиерейской казны одежду, белье, пособие деньгами, для нищих устраивал столы. Он благодетельствовал не только русским, но и иностранцам, посещал тюрьмы и колодничные избы, согревая словом участие озлобленные сердца вольных и невольных сидельцев и раздавая им милостыню. Когда святитель состарился и не имел сил сам посещать тюрьмы, то присылал через близких лиц милостыню для раздачи по рукам, а также деньги на выкуп влазного, то есть денежный взнос при вступлении в тюрьму на содержание в ней. Умиравших на чужбине, безвестных тружеников, если некому и не на что было похоронить их, святитель погребал на свои средства. В некоторые месяцы, вероятно, во время повальных болезней, у святителя делались расходы на десятки гробов, покупались саваны, а иногда и прямо выдавались деньги на погребение неимущих. Любовь святителя не оставляла их и за гробом. Он и сам молился, и в соборный синодик велел внести для всегдашнего поминовения имена тех, которые при первопрестольнике, при освященном Митрофане скончались без покаяния и без причастия. В мае 1696 года царь выступил построенным в Воронеже флотом под Азов, который издался ему 19 июля, конечно, не без молитвенного содействия со стороны святаго Митрофана. Подробности об этой победе сообщил святителю дядька царя Петра Никита Моисеевич Зотов. В письме от 10 августа писанном, вероятно, по поручению самого государя, Зотов просил келейных и соборных благодарственных молитв святителя за такое милосердие Божие и молитв о здравии государя с воинством. Затем была получена грамота от государя на имя воронежского воеводы. В ней сообщалось о взятии Азова, и преосвященному Митрофану предписывалось совершить в соборной церкви благодарственное молебствие в присутствии чинов. По распоряжению государя в ноябре 1696 года составлены были из духовных и светских владельцев, имевших более 100 дворов в вотчинах Воронежского архиерейского дома, их было 196, компаний для постройки на их счет кораблей. Каждая компания обязана была сначала устроить один вполне снаряженный корабль, а затем построить по одному кораблю на 2 компании с вооружением нескольких галер. Причем компании из духовных владельцев составляли 8000 христианских дворов, а из светских 10 000 дворов. Святый Митрофан, как духовный владелец, входивший в компанию рязанского митрополита, принимал участие в постройке 2 кораблей и 3 галер. Весною 1699 года государь приехал в Воронеж для изготовления новой флотилии. Святитель Митрофан полагал, что по примеру прежних лет государь после богослужения в соборе 25 марта посетит его, но озабочивается тем, чтобы принять как следует высокого гостя. Этой трогательной заботливостью проникнуто его письмо острожскому полковнику Феодору Иоанновичу Куколю. «Приходить в праздник Благовещения Пресвятые Богородицы», пишет святитель, а на Воронеже соборная церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. Пожалуй, Феодор Иванович,
К такому честному празднику и ради пришествия великого государя прикажи промыслить свеженького осетрика, да белужины свежей или хотя новосольной. А у нас на Воронеже взять и самины негде. Государь действительно был у святителя на праздник Благовещения, и в первый день Пасхи, 9 апреля. В этот раз государь сделал щедрые пожертвования Воронежскому архиерейскому дому и епархии, выражая этим свое глубокое уважение к святому Митрофану. После литургии в Благовещенском соборе 25 марта государь, будучи у святителя Митрофана в дому, приказал приписать ради малые Воронежские епархии домовых всяких нужд к архиерейскому дому святителя Даншинскую пустынь у реки Дона в Елецком уезде, а к Воронежской епархии ряд городов от Рязанской и Белгородской епархии. В день Святой Пасхи, во время часов перед литургией, государь для пополнения Воронежской епархии пожаловал из Рязанской епархии свою волость Мокрый Боярок с приселками, а архиерейскому дому отдал безоброчное владение, принадлежавшую белгородскому митрополиту мельницу на реке Сосне, в город Острожск. Этими новыми пожертвованиями, скудными средствами, Воронежская епархия увеличила свои владения почти на 1/5 против прежнего. Теперь разрешился в пользу святого Митрофана неприятный для него спор с рязанским митрополитом из-за границ епархии, ранее неуступчивый и поддерживаемый патриархом. Рязанский митрополит Авраамий получил царскую грамоту, тотчас отослал воронежскому святителю окладные книги отчисленных уездов, боясь великого гнева государя. 27 апреля 1699 года государь отбыл с флотом под Азов, сопровождая в Константинополь чрезвычайного посла Украинцева, отправленного в Турцию для заключения мира, и пробыл на юге все лето. В это время престарелый святитель так сильно разболелся, что не думал уже встать. Готовясь к смерти, он решил облечься в схиму, о чем и сообщил 30 августа патриарху Адриану, прося его благословения. Патриарх ответил святителю грамотой от 2 сентября, в которой оставляет на добрую волю святителя исполнение его благочестивого желания. Однако первосвятитель напоминает ему, что по церковным правилам епископ, принявший схиму, лишается архиерейской чести и правления, врученной ему паствою, да един ко единому Богу в безмолвии, кроме всяких церковных попечений жительствует. 14 сентября государь возвратился в Воронеж и на другой день навестил больного святителя и изволил у него кушать хлеб. Для приготовления обеда святителям были приглашены государевы повара и скатертник. Думают, что во время этого свидания государь, которому святый Митрофан сказал о своем желании принять схиму, уговорил святителя отложить исполнение своего намерения. Весною следующего 1700 года царю Петру снова пришлось быть в Воронеже. 25 марта царь присутствовал за богослужением на храмовом празднике у святителя, потом обедал у него со всей свитой.
Один приезд царя в Воронеж в 1700 или 1699 году ознаменовался столкновением святителя с государем, в котором архипастырь Воронежский обнаружил величие духа, свойственное отцам церкви, Василию Великому, Амвросию Медиаланскому, Иоанну Златоустому и митрополиту Московскому Филиппу Колычеву, безбоязненно обличавшим царей, и показал, что души, веренные ему паствы, дороже жизни, по завету великого пастыря-начальника, положившего душу свою за овец своих. Государь пожелал видеть у себя святого Митрофана и велел ему явиться во дворец. Святитель тотчас же отправился к царю пешком. Но, войдя во двор, ведущий к дворцу, он увидел статуи греческих богов и богинь, поставленные в качестве украшения по царскому приказанию. Святитель сейчас же повернулся и пошел домой. Об этом доложили государю, который, не зная почему святый Митрофан возвратился обратно, вторично отправил к нему посланного с приказанием явиться, но святитель ответил: «Пока государь не прикажет снять идолов, соблазняющим весь народ, я не могу войти во дворец его». Разгневанный такими словами святителя, государь приказал передать ему: если он не придет, то ослушанием придержащие власти подвергнет себя смертной казни. На эту угрозу святитель отвечал: в жизни моей государь властен, но неприлично христианскому государю ставить языческих идолов и тем соблазнять простые сердца. Под вечер царь вдруг услышал благовест в большой соборный колокол. Так как на другой день не было никакого праздника, то государь велел справиться у святителя о причине благовеста. «Понеже мне, — отвечал святый Митрофан, — от его величества сказана смерть, того ради я, яко человек грешный, должен пред смертью своею принесть Господу Богу покаяние и спросить грехов своих прощения соборным молением. И для сего я назначил быть всеночному бдению». Узнавший об этом, царь рассмеялся и сейчас же велел сказать святителю, что он его прощает, и для того перестал бы он тревожить народ необыкновенным звоном. А потом царь приказал убрать из статуи. Надо помнить, что Петр никогда не поступал со своими нововведениями, и если здесь уступил он, то это показывает, какое великое уважение он питал к воронежскому святителю. На другой день святый Митрофан явился во дворец благодарить государя. Готовый до смерти стоять на веренной ему страже душ христианских, святитель оберегал их, простые сердца, от соблазна, и особенно от вредного влияния иноземцев. Он признавал полезными приносимые им знания, и в бытность игуменом Унженского монастыря был дружен с боярином Хитрова, горячим сторонником близких сношений России с Европой. Святитель оказывал помощь нуждающимся иноземцам и не считал предосудительным пользоваться их знаниями. Но он сам чуждался иноземцев и поучал тому же паству, когда они выступали противниками православной церкви и добрых нравов, как враги Божии, ругатели церковные,
злословящие нашу святую веру и вносящие в среду православных непотребные обычаи. Руководясь именно такими мыслями, святитель внес в свое духовное завещание резкое предостережение патриарха Иоакима против справедливое и законное в указанном смысле нерасположение святителя Митрофана с иноземцами могло, по-видимому, отдалить от него царя-преобразователя, особенно после столкновения со статуей. Но на самом деле этого не произошло. Расположение Петра к святителю, основанное на приязни к нему и уважении с течением времени, все более и более усиливается, так что его кончина почувствовалась государем как невознаградимая потеря. 1070 год и последующие ознаменованы были продолжительной войною со Швецией, вести которую России было очень трудно по недостатку средств. Государь, уже готовившийся к войне, в это посещение святителя, быть может, сказал ему о недостатке в деньгах, и слова государя нашли живой отклик в душе святого Митрофана, который смотрел на войны православной России, как на борьбу против неприятелей креста святаго. В казне архиерейского дома нашлось 4000 рублей, и святитель всю эту крупную для того времени сумму отдал на жалование ратным людям морского воинского флота на Воронеже. Своевременная жертва святителя, служившая красноречивым доказательством его любви к родине и царю, была принята государем с искреннею признательностью. Свои чувства он выразил в грамоте на имя святого Митрофана от 20 апреля, заканчивавшейся такими словами: «И ты, богомолец наш, преосвященный Митрофан, епископ, сию нашу царского величества милость к себе за твое вышеупомянутое родение ведал, к тому же и впредь имел надежду. Самая война со шведами, сначала неудачная для России, истощила и без того небольшие средства, находившиеся в распоряжении царя, так что государь вынужден был переливать на пушки церковные колокола. Святый Митрофан опять пришел на помощь царю. В это тяжелое время он доставил в Воронежское адмиралтейство 3000 рублей на строение кораблей. За это он был пожалован другой благодарственной грамотой 18 мая 1701 года такого же содержания, как и первое. Последнее свидание святителя и государя было в феврале 1702 года, когда царь, пользуясь перерывом войны со шведами, прибыл для корабельных работ в Воронеж. 28-го со свитою посетил святого Митрофана и был принят с обычным гостеприимством. Государь знал, что святителю дороги успехи России, и 6 марта прислал ему в подарок печатный чертеж о Шлюссенбурге, то есть изображение взятия русскими войсками 11 октября 1702 года шведской крепости Ноттербург, переименованный Петром Великим в Шлюссербург, ключ-город, так как она открывала России доступ к Балтийскому морю. Более не суждено было увидеться на земле великому святителю и великому государю за смертью святого Митрофана. Но и за гробом угодник Божий не прерывает общения с царем. Молясь сам за его душу пред престолом Господним, святый Митрофан желает, чтобы и почитающие его память молились о царе Петре, об упокоении души его в селениях праведных.
В недавнее время святый Митрофан явился одному своему почитателю и сказал: «Если хочешь быть мне угодным, молись об упокоении души императора Петра Великого». Среди постоянных подвигов епископского служения престарелый святитель приблизился к гробу. Прихварывал он давно, а за год до кончины стало изменять ему и зрение, так что потребовались очки. 1703 год, когда святитель Митрофан достиг 80-летнего возраста, был последним годом его богоугодной жизни. 2 августа постигла святителя Воронежского тяжелая болезнь, от которой он уже не оправился. Но если поучительная многолетняя жизнь его, то не менее поучительна и поистине блаженная его и кончина. Это была кончина праведника, достойное завершение всей святой жизни. Без печали оставлял святитель этот мир. Не скорбел он на разлуке с земными радостями и утехами, которых было мало в его подвижнической жизни. В сане епископа он получил значительные доходы и мог бы устроить жизнь свою с большими удобствами. Но святитель Митрофан не считал своими получаемые деньги, помня ту истину, что церковное богатство нищих богатство. В своей келейной жизни он был прост чрезвычайно, почти до убожества. Его домовой обиход отличался удивительной скромностью. Из записи расходов на Воронежский архиерейский дом видим, что для личных нужд святителя приобретались такие незатейливые покупки, как оловянные стаканы и железные щипцы для сальных свеч. В келье воронежского владыки не было никаких украшений, исключая упомянутой картины, подаренной царем. Пища святителя ничем не отличалась от пищи служителей архиерейского дома. Она готовилась из припасов, доставляемых из вотчины епархии. Покупали столу святителя рыба для ухи, икра, стоившая тогда дешево, затем грибы и овощи. Редко упоминаются малина и клюква. Вина святитель не пил, оно покупалось на праздники для гостей, особенно при приеме царя и его свиты, когда и столь воронежского святителя был стол воронежского святителя был более изыскан. И одевался святитель очень просто. Полукафтане и рубашки его шились из синей крашенины, из которой были сделаны и наволочки подушек. Одеяло было шито из обыкновенных овчин серых овец и опушено пестрой крашениной. Даже моя архиерейская мантия святителя, для многих по его молитвам явившаяся источником исцелений, сшита из грубой крашенины. Обращая на свои потребности лишь самую малую часть дохода, получаемого из земель и угодий архиерейского дома, святый Митрофан все остальное, как уже говорилось, обращал на нужды своей епархии, главным образом на благотворение. Доходы воронежского святителя после увеличения епархии были немалые. Об этом можно судить хотя бы потому, что при смерти святого Митрофана осталось денежной казны в архиерейском доме около 25 тысяч рублей на наши деньги. И тем не менее, помогая бедным и несчастным своей паствы, святитель сам умер бедняком, который не мог ничего оставить на поминовение души. А келейных моих денег,
читаем в предсмертном извещении святого Митрофана, у меня нет. Не имам в келье своей ни злата, ни сребра, что дати на воспоминание души моей грешной. Путем евангельского милосердия собирал святитель себе сокровища на небеси. Здесь, по слову Христову, полагал он свое сердце. Сюда же возносил и ум свой. Любимою и постоянной мыслью святителя была мысль о смерти. Как свидетельствует синодик Благовещенского собора, статьи которого собраны по указанию святаго Митрофана. Память смертная, как верный страж, охраняла сердце святителя от привязанности к временному и тленному, вселяя в него жажду вечного. Этой же постоянную мыслью о смерти объясняется и трогательная черта в жизни святителя. Его заботливость о поминовении всех умерших безвестною, безгодною и горькою смертью, скончавшихся на войне и в бедности, без покаяния и не имевших возможности пожертвовать на свое поминовение. Синодик заканчивается следующими молитвами, которые показывают, как близки были сердцу святителя все скончавшиеся без надлежащего христианского напутствия. «Помяни, Господи, души, представившийся скоропостижною смертью, без покаяния, без причастия, без отцов духовных, и утопших от Адама и до сего дня, а имена их Ты, Господи, веси, и сотвори им, Господи, вечную память, и подашь им, Господи, Царство Небесное. Помяни, Господи, души и тех, новопостроенной Воронежской епархии при первопрестольнике Преосвященном Митрофане, скоропостижную смертью приставившихся и утопших без покаяния, без причастия, без отцов духовных, которые имена их, написанные в архиерейском казенном приказе в челобитных родственников их, такожде которые написаны же в той епархии, в городах скоропостижную смертью приставшихся и утопших без покаяния и без причастия, без отцев духовных, и сотвори им, Господи, вечную память. Помяни, Господи, души усопших православных христиан, приставшихся в граде сем, и во всяком месте от глада и всякую нужную смертью скончавшихся с покаянием, и без покаяния, и без причастия из многих городов, и которые в полку боярина Алексея Семеновича Шеина на пути приставшихся и под городом Азовом побиенных, и в плен заведенных, и со всякою нужную смертью скончавшихся, и в полку боярина Бориса Петровича Шереметьева побиенных, и в плен заведенных, скончавшихся православных христиан. Ты, Господи, имена их веси. Заботясь о посмертной участи посомых и сам всю жизнь готовясь к смерти, святый Митрофан без смущения глядел в лице приближающейся кончины. Со смирением истинного христианина и с надеждой на милосердие Божие возлег он на смертный одр. Духовное завещание, хотя и составленное святителем несколько ранее, между 1696 и 1699 годами, живо изображает то истинно христианское и высокопастырское настроение, с которым готовился святый Митрофан к концу, неизбежному для каждого смертного. Оборачиваясь на продолжительный путь своей
многотрудной жизни и свидетельствуя о бессмертии человеческой души, святитель прежде всего благодарит Бога Творца и Промыслителя, благостью которого и он родился в мир сей. Непобедимому благоутробию премудрого Бога святитель вручает свою душу и по разрешении ее от союза плоти. После этих вступительных слов завещания святый Митрофан обращается к своей возлюбленной пастве и прежде всего к ближайшим сотрудникам своим в Вертограде Христовом, к священному чину. Он умоляет их охранять себя от всяких дел нечистых и жить по заповедям Господним, чтобы непорочными встать на страшном судилище Христовом, когда от пастырей потребуется ответ не только за себя, но и за посомых. С особенной силой останавливается святитель на последней мысли. Учением Священного Писания отцев Церкви и собственными увещаниями он убеждает пастырей свято исполнять свой долг. Это сознание великой ответственности, с которой связано пастырское служение, видимо, нарушало и его покой на пороге вечности. Он испытывал тревогу при мысли об ответе за врученный его водительству народ христианский, и поэтому со слезами просил прощения у всей Божьей Церкви и у своего преемника на Воронежском престоле. Усердно просил святитель у Священного собора и у всего православного народа молитв, чтобы Господь сподобил его Царствия Небесного. С своей стороны святитель дарует благословение и прощение всей своей пастве, клиру и мирянам, разрешая запрещенных священнослужителей, а также мирян, наказанных Оптимией. Оказывая милость согрешившим, свидетель снова выражает надежду на милосердие Господа и к себе. Расставаясь с паствою, святой Митрофан обращается к ней с последним наставлением. Привыкший руководить посомами при жизни, он не хочет оставлять их без назидания и по смерти. Здесь святитель дает увещание о вседушном хранении веры, в ее целости и чистоте, о соблюдении правосудия. Наставление судьям проникнуто обычной для святителя любовью к сирым и угнетенным. О правосудии в делах гражданских всячески судьи да попекутся, и суд праведен досудят. Ибо милость и любовь в том явит многу, за незело неправда в суждениях, и коварство в людях умножися. Обидами же всяких чинов люди и вдовицы, и сироты, и немощни. Во убожестве же люди зело, во оскорблении мнози плачут, ибо суд Божий в людях всяко от неправды умножись. Затем, предостерегши паству от вредного влияния иноземцев, святитель заключает наставление, предлагая как общее жизненное руководство сохранение умеренности, трудолюбия, воздержания и любви к добру. Епархия нашая всякого чина люди имели бы по чину своему житии, во всяком опастве и мерности, то есть в осторожности и умеренности, кому что должно и что кому прилично, и во всяких неполезных делах не истощевайтеся, и не приходите тем в последнюю скудость и убожество. Излишнее бо все дело непотребно. По апостолу же весьма несть полезно кому. Глумление же и играние
и многое питье каждому вредно, и грешно есть. Затем приводятся наставления мудрых мужей всякому человеку, полезны для спасения благополучия жизни и здоровья тела. Употреби труд, храни мерность, богат будешь. Воздержно пей, мало яшь, здрав будешь. Твори благо, бегай злаго, спасен будешь. За этими наставлениями в духовном завещании святого Митрофана следует самое подробное распоряжение его относительно погребения. Оканчивается завещание следующими трогательными словами. Все оставшиеся люди епархии нашей, всякому чину и возраста, от вас, святые молитвы, смиренно прошу, и от всех вас прощения прошу, а вам благословение мое архиерейское оставляю. Мне же грешного самого Божию вручаю милосердию и непостыдному предстательству Госпоже моей, Пресвятой Богородице Марии, и ангелу своему хранителю о святых, благоугодивших Богу молитвам, вопия и глаголя Богу, Отцу нашему Небесному: Отче, в руцы Твои предаю дух мой. Аминь. Таковы были мысли и чувства Спасителя в ожидании смерти. По справедливому замечанию митрополита Филарета, духовное завещание святого Митрофана есть излияние благочестивого, смиренного, ревностью о спасении паствы исполненного духа. Чрезвычайно поучительны последние дни жизни святого Митрофана. Чувствуя, что болезнь, постигшая его в августе 1703 года, смертельна, святитель начал готовиться к кончине. Несмотря на присутствие в Воронеже врачей, иностранцев и русских, он не обращался к их помощи, но искал облегчения своим страданиям у небесного врача. В течение болезни угодник Божий неоднократно прибегал к таинству елея освящения и, конечно, приобщения святых христовых тайн. Нищелюбивый и милосердный святитель перед кончиной усилил свои заботы к нуждающимся. Он посылает для раздачи щедрую милостыню в тюрьмы по приказам, где также содержались арестанты, и в богадельни, помогает ссыльным и иноземцам, прощает оброки. 10 августа болезнь усилилась. По совершении над ним таинства елея освящения облегся в великий ангельский образ. Принял пострижение в схиму, что было его давнишним заветным желанием. Пострижение в схиму совершал черный священник, и, вероятно, не в храме, как происходило это обычно, а ввиду тяжелой болезни святителя у него на дому. При пострижении в схиму святый Митрофан принял имя Макария в честь преподобного Макария Унжинского, в обители которого святитель был игуменом пред возведением на Воронежскую кафедру. Еще в духовном завещании святитель сделал подробные распоряжения о своем погребении и поминовении. Так он просил положить его во гроб в схимонашеском одеянии, архиерейскими же одеждами отнюдь не обличать. По дальности расстояния, по неудобству святой Митрофан не находит возможным погребену быть и в Золотниковской пустыне, каково было его давнишнее обещание, и со смирением просит предать тело его в земле в пределе соборной церкви во имя архистратига Михаила,
под церковью в исподней палате и не в Великой Соборной Церкви. Не имея собственных келейных денег, он просит оставить половину денег, собираемых за год по окладным книгам, священникам, диаконам и причетникам всех церквей епархии, на сорокаустье и на поминок души. Он сделал распоряжение относительно отправления сорокауста с беспрерывным чтением псалтири и годичного поминовения по субботам в пределе соборной церкви. Не имея ни злата, ни сребра, святитель, как о милости молит, чтобы вознаграждение за повиновение выдавалось из домовой архиерейской казны. Для этого 10 августа святый Митрофан составил духовную роспись, то есть роспись денег лицам, назначенным участвовать в богослужении при его погребении и поминовении. Тогда же начали готовить для святителя гроб, который 13 августа был уже окончен. В этот день, 13-го, домовый архиерейский певчий был отправлен в Москву для покупки каменной гробницы, которую предполагалось поставить над церковным помостом, поверх могилы. К духовным властям в Москву посланы были известия о принятии святителем схимы, об отсутствии у него своих средств на погребение и поминовение. В ответ на это из монастырского приказа последовали 2 грамоты. Великого государя от 24 и 26 августа. В первой говорилось о том, чтобы преосвященному епископу в схимонашеском чину из дому не исходить. То есть святитель мог носить одежду схимонаха только дома, а вне его должен был появляться в одеянии, присвоенном сану епископа. Второй грамотой предписывалось на повиновение души преосвященного епископа раздать из казны архиерейской в сорокаустье и в милостыню денег 700 рублев. Так истинно, по-христиански, приготовившись к кончине, святитель мирно почил 23 ноября того же 1703 года. Свидетели кончины святого Митрофана не оставили нам ее описание. Наиболее полная запись современника о представлении святителя не так подробна, как бы того хотело благочестивое чувство. В ней говорится лишь следующее. В лето от Рождества Христова 1703 года, ноября 23-го, в 6 часу дня, во 2 четверти, во вторник, между патриаршества изволением всемогущего Бога, он, преосвященный Митрофан, епископ Воронежский, об схимонасях Макарий, отыде вечное блаженство. И на престоле своем в Воронеже, в архиерействе, был 10 лет и 8 месяцев. Всех же лет жития его 80 лет и полмесяца. По кончине святого Митрофана временное управление делами осиротевшей епархии перешло в руки казенного и судного приказов, находившихся, как видно, из духовного завещания святителя, в видении близких ему лиц. Казначея архиерейского дома и иеромонаха Тихона, бывшего и духовником святителя и соборного диакона Филимона. Они, конечно, распоряжались
и погребением. Тело святителя было облечено в шелковую зеленого цвета мантию. Поверх ее положена желтоватая петрихаль из шелковой же материи, а сверх всего амафор из желтого атласа. На руках надеты были поручи из зеленого бархата с нашитыми крестами из серебряного глазета. Главу святителя покрывала схемонашеская шапочка из фиолетового бархата, а сверху ее клобук из тафты. На персях были положены Евангелия малого формата и небольшой четвероконечный сердоликовый крест. В туфли из простой черной кожи обуты были ноги. Такой же кожей покрыта и подушка под головой святителя. По облачении тело святого Митрофана положили в дубовый, обитый черным сукном гроб и перенесли в Благовещенский собор, где над гробом был поставлен тройной иконный складень. На погребении святителя присутствовал сам царь Петр Великий. Государь собирался в Воронеж на верфи, а, получив донесение о смерти святителя, ускорил свой приезд. При погребении он оказал почившему архипастырю невиданные почести, по которым можно судить о том уважении, какое имел великий государь к смиренному святителю. Справедливо замечают, что такие почести едва ли оказывал какой-нибудь из русских государей кому-нибудь из архиереев. По личному распоряжению царя погребение было отложено на 12-й день по кончине святого Митрофана, в субботу, 4 декабря. Погребальное пение совершал архимандрит Воронежского Алексеевского монастыря Никанор с прилучившимися игуменами и прочим освященным собором. Отпевание отправлялось по монашескому, а не по иерейскому чину. Пели певчие государя, который со своим царским синкритом присутствовал в церкви. Когда по окончании заупокойного богослужения духовенство готовилось поднять гроб, государь, обратившись к свите, сказал: «Стыдно нам будет, если мы не засвидетельствуем нашей благодарности благодетельному сему пастырю отданием ему последней чести. Итак, вынесем его тело сами». С этими словами государь первый взялся за гроб и нес его до усыпальницы, находившейся под помостом соборного предельного храма. После панихиды царь опять вместе с вельможами и офицерами поднял гроб и опустил на землю. При этом, обращаясь к своим приближенным и иноземцам, государь громко сказал: «Не осталось у меня такого святого старца». Эти справедливые слова любви и благодарности во устах труженика царя были лучшей речью над могилой труженика-святителя. Царя и епископа связывала любовь к Отечеству, и оба они, хотя и на различных путях, трудились на благо дорогой Родины. Святителю Митрофане Воронежский, моли Бога о нас,